Вы когда-нибудь замечали, как память начинает подводить? Вы смотрите на знакомого человека, пытаетесь вспомнить его имя. Оно буквально вертится на языке, но никак не выходит наружу. Или заходите в комнату и забываете, зачем пришли. Все это часто списывают на возраст, но правда куда страшнее. Нейрохирург Рахул Джандиал доказал: старение мозга — это не приговор. Мозг можно тренировать, улучшать, перезагружать и заставить работать так же быстро, как в 20 лет. Но если ничего не делать, клетки мозга начинают разрушаться, память ослабевает, реакции замедляются. В какой-то момент вы даже не поймете, что теряете себя. Сегодня вы узнаете 3 научно доказанных метода, которые помогут сохранить мозг на долгие годы. А третий метод настолько мощный, что его применяют врачи, ведущие сложнейшие операции на головном мозге. Если вы хотите сохранить память и когнитивные способности как можно дольше, напишите в комментариях «Сохраняю мозг» и подпишитесь на канал «Полезные советы», чтобы не пропустить важные советы. Ведь потерянное время и разрушенные нейроны уже не вернуть. Теперь давайте разберем первый метод. Буддийские монахи использовали его более 2500 лет, а теперь он признан лучшими неврологами мира. Номер 1. Дыхание по квадрату. Метод буддийских монахов. Стресс — главный враг мозга. Он разрушает нейроны, ухудшает память и замедляет мыслительные процессы. Многие замечают, что в напряженные моменты сложно сосредоточиться, слова путаются, а решения даются с трудом. Нейрохирург утверждает, что правильное дыхание может моментально улучшить работу мозга и снизить уровень стресса. Эта техника использовалась буддийскими монахами более 25 веков, но лишь недавно ученые доказали ее влияние на нейронные связи. Джандиал сам участвовал в исследованиях и подтвердил: осознанное дыхание активизирует работу миндалевидного тела мозга, снижает уровень кортизола и улучшает концентрацию. Суть метода проста. Нужно вдыхать через нос, считая до 4, затем задержать дыхание на 4 секунды, медленно выдохнуть, тоже на 4 счета, и сделать паузу перед следующим вдохом, опять считая до 4. Этот цикл повторяется несколько минут. Такой простой ритм позволяет стабилизировать сердечный ритм, улучшить снабжение мозга кислородом и укрепить когнитивные функции. Одна женщина, страдающая хронической тревожностью, начала практиковать этот метод перед сном. Через месяц она заметила, что ее память улучшилась, стало легче сосредотачиваться, а тревога ушла. Ее мозг начал работать яснее, потому что теперь он не был перегружен постоянным напряжением. Но дыхание — это только первый шаг. Настоящая перезагрузка мозга — это когда вы даете ему необходимый отдых. Следующий метод запускает процесс обновления нейронов и помогает замедлить старение на клеточном уровне. Номер 2. Прерывистое голодание. Питание для молодости мозга. Вы привыкли начинать день с завтрака? Говорили, что это важно для энергии и здоровья. Но что, если именно завтрак мешает вашему мозгу работать в полную силу? Исследования доказали, прерывистое голодание не только помогает организму очищаться, но и омолаживает нейроны. Рахул Джандиал и его коллеги из университета Джонса Хопкинса выяснили: длительные перерывы между приемами пищи стимулируют нейрогенез — образование новых клеток мозга. Это снижает риск деменции, улучшает память и повышает концентрацию. Когда организм не тратит энергию на постоянное переваривание, он использует ее для восстановления. Сам Джандиал следует системе 16 часов 8 минут. Он ужинает до 17 часов и ест снова только на следующий день. Он утверждает, что именно эта привычка помогает ему сохранять максимальную концентрацию во время многочасовых операций. У него всегда ясная голова, стабильная энергия и высокая скорость мышления. Но чтобы почувствовать эффект, не нужно сразу переходить на строгие режимы. Можно начать с малого, отказаться от завтрака 2 раза в неделю, постепенно увеличивая периоды без еды, позволяя мозгу отдыхать и обновляться. Один мужчина, страдавший от постоянной забывчивости, попробовал этот метод. Через 2 недели он заметил, что стал быстрее вспоминать нужную информацию, ему легче концентрироваться, а утренний туман в голове исчез. Ты смотришь на видео и понимаешь, насколько важно правильное питание для молодости мозга. Напиши в комментариях: контроль, свежая молодость. Это не просто слова. Это твой первый шаг к осознанному управлению своим здоровьем.
А если ты еще не подписан, подпишись на канал «Осознанное познание», включи колокольчик, и ты узнаешь еще больше уникальных методик от ведущих нейрохирургов мира. А теперь представь, даже если ты правильно питаешься, твой мозг все равно может терять свою активность, если ты совершаешь одну привычную ошибку каждый день. Номер 3. Больше стоять и меньше сидеть. Секрет ясного ума. Вы, возможно, не замечаете, но большую часть жизни проводите сидя, за едой, перед телевизором, в транспорте. Добавьте к этому 8 часов сна, и окажется, что мозг почти не активен. А это ускоряет старение и разрушает нейронные связи. Джандиал утверждает, человеческий мозг эволюционно запрограммирован работать в движении. Когда человек стоит или ходит, улучшается кровообращение и увеличивается производство БДНФ — белка, который отвечает за рост и защиту нейронов. В то же время длительное сидение снижает способность к концентрации и делает память более уязвимой. Так было с Валентином, 72 года. Он заметил, что стал хуже запоминать информацию, мысли путались, появлялось ощущение тумана в голове. Врач порекомендовал ему простое правило — стоять не менее 3 часов в день. Валентин начал разговаривать по телефону только стоя, использовал высокую поверхность для чтения. Чаще гулял. Через месяц он почувствовал, что мышление стало яснее, а концентрация лучше. Самое интересное, этот метод работает даже без интенсивных физических нагрузок. Просто стоя больше времени в течение дня, вы уже активизируете мозг и улучшаете его работу. Но есть еще один древний секрет, который используется в Азии для продления когнитивной молодости. Его эффект вы почувствуете уже через несколько минут. Бонус — древнекитайские техники массажа мозга. Тысячи лет назад даосские мудрецы обнаружили, что некоторые точки на голове напрямую связаны с работой мозга. Их стимуляция улучшает память, концентрацию и даже предотвращает возрастное ухудшение когнитивных функций. Эти точки действительно активизируют кровообращение и стимулируют работу нейронов. Один пожилой учитель из Китая сохранял ясность ума и отличную память до 90 лет. Он утверждал, что именно массаж помог ему поддерживать активность мозга и не терять способность к обучению. Метод включает несколько простых движений. Надавливание на точку между бровями улучшает концентрацию и снимает усталость мозга. Круговые движения на висках активизируют память. Легкие постукивания по затылку стимулируют циркуляцию крови в головном мозге. Всего 5 минут в день, и вы заметите, как мысли становятся яснее, а запоминание информации — проще. Но что если объединить все эти методы в одну систему? Сейчас вы узнаете ключевые выводы. Мозг можно тренировать и омолаживать, как мышцы. Если вы не даете ему нужной нагрузки, он теряет силу. Рахул Джандиал доказал: старение мозга — это не приговор, а вопрос правильных привычек. Осознанное дыхание снижает стресс, который разрушает нейроны. Прерывистое голодание дает мозгу возможность восстанавливаться и запускать обновления. Привычка чаще стоять стимулирует кровообращение и улучшает когнитивные функции. Древнекитайские техники массажа активизируют электрическую активность мозга. Если объединить эти методы, ваш мозг начнет работать так же эффективно, как в молодости. Вопрос только в том, начнете ли вы применять их прямо сейчас. Если хотите сохранить ясность ума и мощную память, напишите в комментариях «Сохраняю мозг». Это поможет вам закрепить информацию и покажет нам, что этот контент важен. Подпишитесь на канал «Осознанное познание», включите колокольчик, и вы не пропустите новые материалы о здоровье и развитии мозга. Чем раньше вы начнете, тем больше возможностей сохраните для будущего. Ваш мозг ждет правильного ухода. Действуйте сейчас. Номер 5. Секрет, который делает ваш ум нестареющим. Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди даже в глубокой старости остаются активными, энергичными и полными идей? Они не просто сохраняют ясный ум, их интеллект продолжает развиваться. В чем их секрет? Все дело в фокусе внимания. Ваш мозг — это компас. Он указывает в направлении того, на чем вы сосредоточены. Если вы постоянно думаете о страхах и негативе, мозг перестраивается под это восприятие. Но если внимание направлено на знание, развитие, созидание, мышление становится сильнее. Исследования показывают, люди, которые сознательно контролируют свое внимание и окружение, на 40% реже сталкиваются с ухудшением памяти и мышления.
Самое важное — то, как вы начинаете день. Если утро начинается с тревоги, проблем или бесцельного листания новостей, мозг настраивается на хаос. Но если вы с утра задаете себе правильный вектор, что я хочу сделать, чему научиться, что меня вдохновляет, разум становится острее с каждым днем. Вот ваш выбор — позволить мыслям течь как попало или взять под контроль свое внимание и сохранить ясный ум на долгие годы. Теперь главный вопрос. Готовы ли вы применить эти 5 правил? Или забудете их через час? Ваш ум — самый ценный ресурс. Деньги можно заработать снова, тело можно восстановить. Но если разум начнет угасать, вернуть его будет почти невозможно. Сейчас у вас есть знания. Вы узнали 5 ключевых правил, которые помогут сохранить ясный ум до старости. Но знание без действия — это просто информация. Только те, кто применяет эти принципы,